Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу рассказать о службе, которая входит в состав линейки операционных систем Microsoft Windows Server. То есть она есть, начиная с Windows Server 2003 и заканчивая по сегодняшний день Windows Server 2019. Называется эта служба диспетчер ресурсов файлового сервера. Все ее функции, которые входят в состав этой службы, они направлены на управление хранилищем данных. Тут задавать можно гибкие квоты, чтобы пользователь при превышении какой-то квоты не смог писать данные в хранилище, например, в общую папку. Здесь же можно задавать задачи управления файлами. Например, можно файлы, которые хранятся там более года, перемещать в специальную отдельную папку. Здесь же можно задавать управление блокировками файлов. На основании правил определенных можно файлы блокировать. И если, собственно, стандартных классификаторов файлов недостаточно, например, по расширению, по объему, то можно даже создавать собственные классификации файлов, например, файлы с наличием определенной строки внутри. И на основании этих признаков делать свою собственную классификацию и применять эту классификацию каким-то файлом. Ну и, конечно же, отчеты. Здесь есть многообразные отчеты. И чтобы установить диспетчер ресурсов файлового сервера, мы запускаем диспетчер серверов. Здесь нажимаем «Добавить роли и компоненты». Жмем «Далее», «Далее», «Далее». Здесь раскрываем под меню файловые службы и службы хранилища. Раскрываем файловые службы и службы из КАЗи. И выбираем здесь, ставим галочку «Диспетчер ресурсов файлового сервера». У меня галочка уже стоит, потому что этот программный компонент установлен. Поэтому я сейчас нажму «Отмена». Ну а для того, чтобы его установить, вы галочку нажимаем, жмете «Далее», «Далее», «Далее». Готово. И программный модуль, программные компоненты у вас установятся. Ну и для запуска необходимо опять-таки запустить диспетчер серверов, нажать «Файловые службы», выбрать сервер, клацнуть на нем правой кнопкой и выбрать в испадающем меню диспетчер ресурсов файлового сервера. И прежде чем приступить к функциям, я хочу вам показать еще один инструмент, который есть не только в серверных операционных системах, но и в настольных, таких как Windows 10. Там тоже есть инструменты по управлению квотами. Но эти инструменты, возможности намного скуднее, чем у диспетчера ресурсов файлового сервера. Итак, в любой операционной системе, и в настольной, и в серверной, есть такой инструмент, как квоты. Применяется этот инструмент к тому целиком. Я выбираю диск C, клацаю правой кнопкой «Свойства», нажимаю «Квота» и включаю галочку «Включить управление квотами». Здесь же также можно выделить порог максимальный, после которого данные уже не могут писаться. И если поставить галочку, значит, не выделять место на диске при превышении квоты, то пользователь не сможет записать данные свои свыше 1 гигабайта. Также можно настроить порог выдачи предупреждений. В данном случае, если пользователь превысил 900 мегабайт, ему будут сообщения приходить. А если пользователь превысил 1 гигабайт, то он вообще данные писать не сможет. Также можно поставить галочки при регистрации квоты. И пользователи будут получать уведомления о том, что превысил порог или квота зарегистрирована. Недостатком такой системы является то, что квоты можно применять только к тому. Нельзя квоты применять в какой-то конкретно отдельной папке. А уж тем более нельзя, одни правила квот применять к одной папке, другие правила квот применять ко второй папке, а третьи правила квот применять к третьей папке. И все это в пределах одного тома. Поэтому этот инструмент, собственно, я сейчас закрываю. Все, что наклацал, чтобы все это нивелировать, я нажму «Отмена». Проверим, что у нас ничего не сохранилось. И переходим непосредственно к диспетчеру ресурсов файлового сервера.
Первый инструмент, который мы рассмотрим, это управление квотами. Во-первых, тут есть шаблоны квот, да, из которых мы можем, собственно, потом выбирать. Если же нас шаблон не устраивает, то мы можем добавить свой собственный, да, клацнуть правой кнопкой и создать шаблоны квот. Если же шаблоны нас устраивают, вот, ну, например, да, описание, мягкая квота или жесткая. Мягкая квота означает, что, значит, будут выдаваться предупреждения, но данные будут писаться при превышении порога. Жесткая квота — это значит, что данные, значит, писаться уже не будут от имени конкретного пользователя. Ну, например, нас устраивает, да, значит, порог, ну, в 500 мегабайт, мягкая квота, да, это мы квоту задаем там, для определенных пользователей, вот, из дирекции, да, которым нельзя запрещать писать данные. Что мы делаем? Мы на квоты клацаем правой кнопкой «Создать квоту». Вот. Здесь указываем в путь для квоты. Мы указываем папку, к которой это будет применяться. Например, вот у нас на диске C есть папка квота, которая дана в общий доступ, да, и в которую пользователи будут писать свои данные. Мы выбираем здесь эту квоту. Здесь мы выбираем шаблон, который хотим применить. В данном случае вот предел 200-500 мегабайт, да, вот, наблюдение за общим ресурсом 500 мегабайт. Вот. После этого нажимаем «Создать». И у нас применяется мягкая квота, вот, с наблюдением. То есть при превышении 500 мегабайт вот, пользователь все равно может писать данные дальше, но при этом будет приходить уведомление. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это управление блокировкой файлов. Вот. Здесь у нас есть, во-первых, определение самих файлов. Вот в группе файлов мы можем задавать, какие файлы мы хотим к тому либо иному определению, собственно, включить. Ну, например, файлы аудио и видео, да, вот тут целый списочек. Его можно тоже отредактировать. Вот изменить свойства файла. Вот, можно что-то убрать, можно добавить исключения. Ну и в принципе можно вообще добавить, собственно, свою собственную группу файлов. Также здесь есть шаблоны, фильтры блокировки файлов. Вот разные. Вот согласно этим шаблонам мы можем блокировать вот какие-либо файлы по каким-то критериям. Вот. Ну, если уж совсем нам не подходит, да, вот, то есть тут такая закладочка, как управление классификацией файлов. Если, собственно, ни одна из классификаций файлов нас не устраивает, мы можем создать свою собственную классификацию. Вот. В правилах и в свойствах. Ну, например, мы хотим создать фильтры блокировки файлов. Для создания жмем правой кнопочкой «Создать фильтр блокировки файлов». Указываем путь фильтра, обзор. Опять указываем папку, в которой будет применяться блокировка. Например, та же самая квота, данная в общий доступ. Ну и здесь мы выбираем готовый шаблон. Вот. Если нас не устраивает, то можем задать собственный шаблон. Ну, допустим, нас устраивает шаблон под названием блокировать файлы аудио и видео. Мы хотим, чтобы пользователи не смогли в папку «Данный общий доступ» писать файлы видео и аудио, чтобы не засорять хранилище данных вот, своими личными записями. Вот. Нажимаем после этого «Создать». И у нас создается фильтр блокировки. В результате пользователи не смогут записать файлы видео и аудио в папку квота, которая дана в общий доступ, а смогут записать другие файлы, нужные для работы. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это выдача отчетов. Вот. Для того, чтобы запустить генерацию отчетов, нужно выбрать управление ресурсами хранилищ, клацнуть правой кнопкой. И тут есть два варианта. Либо создать отчет текущий, либо запланировать новую задачу отчета. Вот. Чтобы задать отчет текущий, нажимаем «Создать отчеты». Здесь выбираем, какой мы вид отчетов хотим. Из списка, да, допустим, файлы дубликаты, например, хотим, да, вот. Задаем здесь формат отчетов, ну, допустим, хочу в HTML или в текстовом виде иметь, да, вот. Задаем область применения, ну, например, файлы пользователей, допустим, да, вот, и файлы группы. Вот. Также добавляем папку, за которой будет вестись наблюдение.
Та же самая папка квота, данная в общий доступ. Окей. Вот. Ну и в доставке, значит, смотрим, что отчеты будут храниться в папке интерактив. Ну и копию, если хотим, можем отправить еще и себе на почту. После этого жмем ОК. И нам задает вопрос, да, выбрать нужное действие. Создать в фоновом режиме, и тогда отчет создастся через некоторое время, либо подождать, пока отчеты создастся здесь. Жмем ОК, вот, и дожидаемся, когда будет сгенерирован отчет. Так, ругается, да, на то, что на отчет. Смотрим файлы дубликаты. Его можно открыть с помощью встроенного браузера. Вот. И мы видим вот сгенерированный отчет. Так как у нас никаких тут нету данных вообще, то соответственно и данных о файлах в дубликатах у нас тут и нету. Так, закрываем отчет. Вот посмотрели. Идемте дальше. Следующее, что можем здесь мы сделать, это задачи управления файлами. Ну, например, если у нас файлы хранятся более года, то их можно копировать в какую-нибудь другую папку. Да. Чтобы запустить задачу управления файлами, клацаем правой кнопкой «Создать задачу управления файлами». Здесь мы выбираем имя задачи, допустим, 3 единицы, описание. Вот, задаем область, опять-таки файлы пользователя, файлы группы. И здесь добавляем папку, за которой будем наблюдать. Та же самая папка квота, которая дана в общий доступ. Да. Следующее, жмем действие. Вот, и, собственно, выбираем, во-первых, тип действия. Вот. Ну, в данном случае, когда срок действия истек, допустим, целый год прошел после создания файла. И выбираем каталог истечения срока действия. Ну, например, каталог на диске C у нас пусть будет называться так, вот такой вот. 3 единицы. Вот создадим на диске C каталог специально. Создать. Есть, да? Вот. И этот каталог здесь указали. Дальше выбираем уведомления. Значит, можно добавить уведомления по электронной почте. Вот, если не хотим, можно это не делать. Вот, жмем на отчет. Формат выбираем. Ну, например, хотим в HTML виде и в текстовом виде иметь отчет. Условия. Задаем условия. Ну, например, добавляем здесь что? Свойство определенное. Вот. Или, например, сразу задаем число дней после создания файла. Ну, например, 365. 365. То есть, если дней прошло после создания файла, либо число дней после последнего изменения 365. Вот, то в этом случае у нас будет копироваться этот файл в нашу специальную папку, указанную 3 единицы. Ну и, наконец, ставим расписание, да, когда будут делать такие вот проверочки. Вот, расписание, например, удобно выполнять еженедельно, например, по воскресеньям в 0 часов, в час ночи, допустим. Да, ставим 01, 00. 00. Например, в каждое воскресенье в час ночи будет запускаться проверка на поиск файлов, которые хранятся уже целый год. И если такие файлы будут найдены, они из папки квота будут копироваться в папку 3 единицы. После этого жмем ОК. Вот. Есть. Ну и последнее, да, управление, значит, классификацией. Если нас не устраивает, значит, встроенная классификация, мы можем задавать собственную классификацию. Вот, можем создать локальное свойство, вот, либо создать правила классификации. Ну, а у меня на сегодня все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а если вы не хотите пропускать новости, то подписывайтесь на канал.